Безусловно, фермы это то, без чего невозможно представить хорошую игру, и, как говорится, чем больше ферм, тем лучше. А создаем мы их с целью дополнительного прироста ресурсов, которые мы потом используем своими основными аккаунтами. Получается, фермы нужны лишь для того, чтобы приносить нам ресурсы. И вроде бы на этом главная их функция заканчивается. Или же нет. Всех приветствую, друзья! Сегодня в этом видео мы поговорим о таком феномене, как боевые фермы на КВК, и ответим на главные вопросы этого видео. Что такое боевые фермы, зачем они нужны и какова их роль на КВК, что должна иметь ферма, чтобы называться боевой, и может ли фри-то-плей сделать себе боевую ферму, и самый главный вопрос это, нужна ли она ему. Ну и в конце подведем итог и разберем все плюсы и минусы иметь боевую ферму. Боевая ферма – это ваш дополнительный аккаунт, который вы активно используете в боевых действиях на КВК, как при стройке флагов либо же крепостей и последующая их оборона, так и при наступательных действиях, но с учетом наличия командиров дальнего боя. Боевые фермы создаются для того, чтобы они служили дополнительным источником боевой силы на КВК. За счет них у вас будет возможность сократить потери ваших основных аккаунтов, что положительным образом повлияет на развитие дальнейших боевых действий. Роль боевых ферм очень проста, это просто создавать дополнительные неудобства противнику на поле боя. Для этого на фермах открываются и обучаются в больших количествах Т4 войска, а при должном упорстве и даже Т5, которые впоследствии используются для постройки и дефа флагов и крепостей, а при наличии командиров дальнего боя их выводят в поле для дополнительного давления при наступлении и обороне. При наступлении с помощью командиров дальнего боя усиливается давление в поле в адрес противника, что позволяет, продавливая, занимать территорию и в конечном итоге побеждать. В случае, если вам нужно отыграть в оборонительном плане, то башни используются с тем же принципом, усиливая и поддерживая основные войска, но в этом случае мы не двигаемся вперед, а наш сектор действия ограничивается защитой того или иного объекта. В первую очередь это 25 уровень ратуши, без которой ферма просто не сможет банально сделать телепорт на карту КВК. Второе это наличие Т4 войск хотя бы для подкрепления построек флагов и заполнения ралли. Третий пункт, он не обязателен, но имеет место быть. Это наличие командиров дальнего боя со снаряжением и строем буквы В. Их вы выводите в поле, создавая дополнительные проблемы противнику при наступательных и оборонительных действиях. Также нужно отметить, это то, без чего вообще все вышеперечисленное не имело бы никакого смысла. Это наличие ускорений и ресурсов для лечения войск, если вы будете играть башней. Хотя бы в том количестве, что позволит вам вывести и отыграть башней полный один расшир в самых важных моментах КВК. Это может быть Королевская земля, либо же седьмые проходы. Ребят, нет ничего невозможного, и фри-то-плей точно может сделать себе боевую ферму. Вопрос тут совершенно в другом, а какой ценой и нужна ли она ему. Боевая ферма фри-то-плей игроку определенно точно не нужна, так как и основным аккаунтом он делает достаточно, чтобы находиться в хорошем КД, а боевая ферма это лишь хорошее дополнение к усилению твоего королевства на КВК. Цену, которую заплатит фри-то-плей игрок за создание боевой фермы, зависит от самого игрока. Если он желает сделать что-то подобное уже на втором КВК, где открываются командиры дальнего боя и строй буква В, то времени на это ему нужно будет уделять очень много. Считайте, это будет ваш второй основной аккаунт, которому нужно уделять почти столько же времени, сколько вы уделяете основному. Ну а если вы не паритесь насчет этого и не делаете все как попало, то вам будет легко сделать боевую ферму ко второму КВК в сезоне завоеваний, может даже и к первому КВК в сезоне завоеваний, где ее присутствие точно не будет лишней. По итогу можно сказать, что боевая ферма это вещь. Она неплохо поможет вашему королевству в боевых действиях на КВК. Деф, поле и стройка это то, ради чего делается боевая ферма. И за что королевство возможно скажет вам спасибо.
И на этом можно сказать, что все плюсы боевой фермы заканчиваются, а главные ее минусы — это требование внимания. Нельзя сделать боевую ферму, просто заходя и собирая ресурсы на карте. Вам нужно уделять хотя бы 40% того времени, которое вы уделяете своей основе. И все не сводится к банальному отправлению на ресурсы и изучению технологий. Нужно, чтобы ферма могла выдержать хотя бы дистанцию в 2, а то и в 3 расшира на КВК, если вы играете башней, и могла подкрепить флаг или крепость хотя бы 5 раз, чтобы от нее шла хоть какая-то польза. Если же вы выводите в поле башню, то тут все еще сложнее. Для нормального размена, так чтобы от башни хоть что-то оставалось и она не рассыпалась от одного взгляда и приносила хоть какую-то пользу, нужны хорошие командиры, хорошая академия, хорошее снаряжение, а все это качается и добывается нелегко и не быстро. Командир нужен как минимум на прокачке 5-5-1-1, чтобы он хоть что-то делал и наносил хоть какой-то урон противнику. И снаряжение нужно хотя бы эпическое, я уже не говорю про легендарное, которое, конечно же, было намного лучше. И не стоит забывать о самом главном, это о ресурсах на самой ферме и о ускорениях, потому что если у вас получится такая ситуация, что вы сделали хорошую башню, одели в полуэпическую, полулегендарное снаряжение, допустим, в лучшем случае, прокачали командира, вывели пару раз его в поле на КВК и как бы все. На этом вся ваша польза закончилась, потому что у вас просто нет ресурсов или, допустим, есть ресурсы, но нет ускорение, чтобы лечить тяжело раненых, потому что даже с учетом такого хорошего времени для создания башни и самой фермы, фри-то-плей игрок, скорее всего, не сможет одеть своего командира и прокачать таким образом, чтобы у него отчеты были такие там сногсшибательные, что ускорения тратятся будут очень и очень в малых количествах. Такого, скорее всего, не будет, поэтому нужно готовиться, чтобы ускорений и ресурсов хватило хотя бы на дистанцию. Допустим, если выбрать самые важные зоны, это седьмые проходы и Королевская земля, но возьмем только седьмые проходы в Королевской, хотя можно взять только Королевскую зону, вот хотя бы в 2 расшира, чтобы башня могла отыграть именно 2 расшира, это 8 часов, ну или хотя бы один расшир, это 4 часа. Ну а теперь давайте же перейдем к самому главному и самому интересному, а именно к обзору моих боевых ферм, которые я готовлю, значит, на КВК, которые я буду выводить. И вот как раз таки мы находимся на одной из них, это ферма камня. Ферма камня, и на этой ферме я готовлю себе башеночку. Да, Гонсало де Кордова. Его я качаю не так активно, как хотелось бы, но потихоньку он у меня качается. Сделаю его 50 уровня, может даже до 60 смогу добить до первых боев на КВК. И что, собственно говоря, он из себя представляет на данный момент у меня. Прокачал я его на 5.1.1.3. В принципе, мне повезло, что я смог прокачать первый навык до 5. Это 2500 урона по троим. Это очень хорошо. Дальше уже идут все различные статы. И как раз таки упал у меня в 4 навык, что, как мне кажется, довольно неплохо. Даже скорее лучше, чем во второй и в третий, потому что в 4 навыке снижение урона от дальних контратак и бонус к обычному дальнему урону, то есть меньше контры, больше урона. А в третьем у нас бонус к защите, небольшой множитель дальнего урона 200, что в принципе неплохо было бы, но все равно, как мне кажется, чуть хуже. И максимальные зарядов бдительные. Что они делают? Бдительные наносят падающий удар. Множитель урона 50. Ну, это тоже как будто бы не очень в сравнении с 4 навыком, а второй навык просто бонус к урону осадных отрядов. Скорость, ну, скорость это, конечно, хорошая вещь,
но не такая вот прям значительная, если вы, допустим, играете в момент, когда соприкасаются флаги, тут как бы уже скорость не особо важна. Главное уметь вовремя уходить. Бонус к дальнему урону, ударному урону. Ну, это тоже такое себе, поэтому повезло, что упал именно в 4-й навык. Это, конечно, снижение от урона от дальних контратак, как бы это хороший навык. Будет чуть дольше жить мой Гансала. И по снаряжению у него следующее. Значит, снаряжение у него вот такое полное, ну, практически полностью эпическое, к сожалению, без критов. И шлем пока я не могу сделать по причинам того, что нету фрагментов. Вот были недавно у нас, проходили молоточки, на них я смог себе забрать 14 штук. И это единственный способ, который я могу применять для того, чтобы получать фрагменты. Яйцо и все остальное, это я проходить на своей ферме не могу, потому что самоцветов нету, яйцо как бы тут отдыхает. Поэтому только молоточки, но они проходят очень и очень нечасто. Но благо я вот за все это время, сколько у меня этот аккаунт существует, 9 VIP, кстати, вот хорошо бы сделать 10, чтобы вот одну голову получать. Ну, до 10 я не знаю, вообще дойду или нет. Самоцветов нема. Дни в игре подряд. 405 дней, чуть меньше, чем мой основной аккаунт. Точнее, не чуть меньше, ну там около 80 дней. На 80 дней этот аккаунт младше моего основного аккаунта. Ну, в принципе, что говорит эти 405 дней, что я активно захожу на эту ферму, и за это время как раз-таки есть возможность даже не то чтобы эпическое снаряжение, возможно, у некоторых даже и полностью легендарное соберется. Но вот в моем случае на эту ферму я не делал никаких особых ставок, чтобы прям вот готовить ее, чтобы на КВК выступать, Гансал и так далее. Просто вот в какой-то момент, вроде бы даже на втором КВК, я помню, я сделал Тамару здесь и как-то вот пытался, что-то хотел сделать, но так и ничего не получилось. Но сейчас у меня как будто бы что-то вырисовывается, такое неприглядное, поэтому я планирую вывести Гонсало с таким вот снаряжением. Шлем. Шлем сделал боевой шлем ветра, потому что скорость. Это вот за что вообще можно не любить башню, и как бы любишь ее за то, что она дает хорошие отчеты, ну, в тех или иных случаях при хорошей прокачке и так далее, но не любишь ее за скорость. Вот скорость, поэтому это важная штука, так что под вопросом, буду ли я менять шлем. В принципе, сейчас как будто бы боевой шлем ветра это неплохая альтернатива. По строю, понятное дело, буква В, без этого башня не башня. И вот такие вот статы у нее на данный момент. Снайпер, живучий и крепкий. В принципе, это все, что позволит моей башне дольше жить. Живучий и крепкий. Это хорошо. Снайпер это что-то множитель урона, перезарядка и так далее. Это, в общем, доп урон, я так понимаю, да? Это хорошо, это хорошо. По статам, в принципе, ничего лучше у меня просто вообще нету, поэтому как бы атака, защита, здоровье и скорость на марше, это хотя бы это есть. Кавалерия и так далее, это все не нужно, но его как бы, ну, вроде бы и немного, и как бы и немало. А с Гонсао я буду выводить, значит, царицу, Екатерина Медич. Царица Тамара это кто у нас? Ну, это вообще другой персонаж. Что-то я перепутал. Екатерина Медич, значит, ее я прокачал для Гонсао. Вообще можно было бы как вариант прокачать Нарсеса. Но я не знаю, в чем прикол Нарсеса, вообще не вдуплил, как он, что тут работает, вроде бы и что-то делает, а вроде бы и ничего не делает. Вот царица, тьфу ты, почему царица? Екатерина Медич, она вот как раз-таки больше на урон. Множитель дальнего прямого урона ближнего 900, дальнего прямого дальнего это 500, и повышение получаемого урона 15%. Это хорошо. Бонус к атаке, все идет на атаку и так далее. Это вот агрессивный, можно так сказать, командир. Еще и что тут у нас?
Так, это бонус к атаке, бонус... О, это прям вообще жирно. Это прям хорошо. Ну, то есть Екатерина в этом плане, я думаю, намного-намного лучше будет смотреться с Гонсало, нежели, значит, Нарцессик. Дальше идем, значит, 16 миллионов мощи, войска. Есть Т4, есть Т4 осадные отряды в количестве 345 тысяч. Пока что на данный момент, в принципе, это один отряд полный с фиолетовым расширом. И, в принципе, большего как бы и не нужно. Но до первых боев это все будет копиться, копиться, копиться и копиться. И до первых боев может достигнуть количество в районе 400 тысяч, ну, примерно, может быть. Остальных, значит, по 272, 292, 287 к боям уже будет под 300, каждого, возможно, тоже не обещаю. И эти все войска как бы пойдут подыхать ради нашего королевства. Но вот, понятное дело, осадные убивать я ни в коем случае не буду, как бы, а в чем тогда смысл моей игры на Гонсало, да? Дальше Академия. Академия пока что 24 уровня, пока не достроится 25 ратуша. Значит, король нам там что-то писал, что вот ратуши ни в коем случае не поднимать, да, до 25 уровня на своих фермах, но я уже заблаговременно это все поставил, и поэтому это у меня все дело строится. Через 10 дней уже будет готово. Вот, но я об этом уже написал королю, и как бы он дал добро, сказал, ну все, окей, братан, выводи, главное крепи, все это дело делай, и все, ты молодец. Военная технология. Здесь у меня народные средства 8, все качается как положено. Это все у меня открыто, это все дело будет качаться. И мне самое важное это прокачать здоровье и все остальное. В принципе, все важно, абсолютно все важно. И я думаю, что к первым боям смогу все это дело в более-менее приглядный вид привести. То есть здесь 8, здесь может 5, ну или, допустим, максимум 7-7, может даже не 7, ну, допустим, максимум, давайте возьмем 7-7-8, здесь вот скорость у нас как раз таки 4, здесь у нас все пойдет по шестерке, и здесь тоже все по шестерке, возможно, я не знаю, но в принципе это все будет качаться потихонечку, помаленечку. Ускорение на это все дело я не трачу. Почему? Потому что вот как раз таки мы с вами перейдем к ресурсам на самой ферме. На этой ферме у меня получается следующая картина. Ресурсов овер дофига. То есть даже с учетом того, что эта ферма у меня позиционируется и идет в направлении добычи именно ресурса камня, чего у меня больше всего именно его, да, вот почти лярд. Ого, лярд, ничего себе, я только сейчас заметил. В общем, лярд камня у меня есть, и всех остальных ресурсов, даже с учетом того, что я их вообще не добывал последний так месяц, вот, только камень, камень, камень. Они сами по себе у меня набрались. Это за счет как раз-таки дынного ивента, всевозможных прохождений там чего, всякого разного, ивентов и так далее. С випа падает. Это все накопленное с годами, с годами, с 405 дней. Как бы это все не потрачено было. Хотя я не помню, вроде бы я это все дело вскрывал. Даже вот золото имеется в хорошем количестве. Ускорений. Ускорение 40 дней и 38 исцеления. В общем, 78 дней в общем на лечение. В принципе, этого, я думаю, с головой хватит, чтобы поучаствовать в самых ответственных моментах, выводить эту башню. Это именно 7-е проходы и Королевская земля. Перемычка, вот эта вот 5-я или какая там 5-я зона, как я помню, да, она не особо важна. Туда я башню выводить, скорее всего, не буду, но как бы без надобности. А вот 7-е проходы и Королевская земля — это вот два важных пункта. 7-е проходы нужно ее оставить, чтобы
больше нанести урон противнику, чтобы он как раз таки в королевской земле чувствовал себя не очень. А остальных у меня очень и очень мало ускорений, но это как бы и не важно. Усиление вот то, что касательно того, что действительно важно. Если у вас все будет, но не будет расшира, просто банально, хотя бы на 25%, то как бы смысл от вашей башни. Но он есть, он будет присутствовать, но он как будто бы уменьшается, потому что вы видите, выводите 200 тысяч в поле, они там умирают очень и очень быстро, потому что, как мы знаем, чем больше количество воинов в отряде, тем больше контур урона вы получаете. Поэтому у меня сейчас есть один фиолетовый расшир, 2000 гемов. Я сейчас жду торговку. Может, прямо сейчас я и возьму. Хотя вроде бы не представляется такая возможность. Представилась. Спасибо. Такая возможность представилась, я ее забрал. Теперь чувствую себя чуть-чуть поувереннее, теперь можно точно вот отыграть и 7 проходы 4 часа, и королевскую зону 4 часа. Там и у меня еще и 25% расшир тоже имеется. Это все круто, это все супер. И даже усиление защиты на 24 часа, это как раз таки вот пойдет в королевскую землю, скорее всего. Снаряжение я уже показывал, вооружение тоже, и все остальное как бы у меня все. Звезды, книжки и паспорта, чтобы, если что, улететь вместе с этой фермой. И теперь давайте же приступим к самому интересному, именно тесту нашего, значит, Гансао, нашего отряда башни. Вывел я Гансао и применил все, что нужно будет применить. Это максимальное число воинов, усиление и атака. И давайте же посмотрим, значит, на работу нашего Гансао. Его я вывел и вывел еще войска мистера Беда. Вы его, скорее всего, все знаете уже по моему прошлому стриму, когда я играл на его аккаунте, значит, на Ковчеге Осириса. Здесь я вывел его войска, и вот сейчас здесь где-нибудь сбоку появится во что одет его марши, чтобы как раз-таки вам было наглядно видно, что марши-то не слабые, поэтому его аккаунт это лучший, скажем так, пример, допустим, нашего противника, по которому мы будем стрелять. И стрелять мы будем по его маршу Хо с Артуром, потому что он лучше всех одет, то есть как бы и контры, и меньше урона он будет получать, и именно таких вот противников с таким вот снаряжением мы и будем встречать поле, и будем их бить в большинстве случаев. Здесь также стоит мой отряд и отряд мистера Беда. Еще один, тоже неплохо так одет. И посмотрим, там же вроде бы, как я помню, да, написано, что 2400 по троим, да, а до 3 отрядов множитель урона 2400, то есть по площади, это прям вообще очень круто. И давайте же посмотрим, каков будет результат. You're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed ahead. И вот и все. Закончился наш бой. Представим, что он будет происходить именно так, хотя все может быть совсем по-другому, но в лучшем случае мы будем как раз-таки вот бить по троим, задевать двух других и бить одного. В этом случае мы били с вами мистера Беда, его отряд Хо, Артур, который был одет в хорошее снаряжение. И давайте же посмотрим, какой урон мы им нанесли. Если в целом так смотреть со стороны, то как бы два
боковых отрядов в целом как бы вообще никак не пострадали, как будто бы, да, но по чуть-чуть, по чуть-чуть. А вот тот отряд, который мы били, пострадал как раз-таки, ну, в значительной степени. Ну так, конечно, в желтую не ушел, но все равно как бы чуть-чуть бобо ему мы сделали. И давайте же посмотрим, значит, ну, в больницу у нас легло, конечно, очень и очень много. 50 тысяч. Для этого как раз-таки и нужны ускорения, да, то есть если выводить марш вот так вот и размениваться хотя бы... Ну, давайте посмотрим размен сначала, чтобы дальше рассуждать. А рассуждать размен у нас получился, да, 50 на 16 тысяч. Здесь мы 3000, здесь 3000. И получается плюс 23. Размен, ну да, размен, конечно, с учетом того, что у него и Т5 еще, да. У меня тут Т5 по Т4, кстати, вот Т5 уже по чуть-чуть набирается. Здесь также по Т5 по Т4. И в принципе 50 на 23. 50 на 23. Это с учетом того, что я увел марш, и как бы он дальше перестал стрелять. В целом, отчет, конечно, плохой. Сразу можно сказать, что отчет вообще не супер, не прям, даже один, не даже один к одному, это вообще. Но хоть что-то мы смогли сделать, и это уже что-то. Да, это уже что-то. 50 на 23. В принципе, если вот это все дело по чуть-чуть еще хотя бы немножечко улучшить, то отчет, скорее всего, улучшится. Пусть даже и не намного, но, в принципе, на процентов так 20-30, наверное. В целом, можно сказать, что отряд Гонсало с Екатериной Медич, его можно будет вывести в поле, чтобы хотя бы даже посмотреть, что, как и из этого получится, даже в целях интереса, потому что мне самому интересно, как это будет в действительности в поле, потому что тестировать вот так вот, конечно, можно, и оно как бы и показывает то, что может случиться, но в действительности на поле боя, как оно будет на самом деле, возможно, все будет еще хуже, а может и так же, но или чуть лучше, этого никто не может знать, поэтому буду качать потихонечку и готовить свою ферму к КВК, и уже там выводить ее и тестировать марш Гонсало и Екатерина Медич. Здесь мы с вами перешли на другую мою боевую ферму, но здесь нету никакого отряда башни дальнего боя. Здесь это в целом мой первый аккаунт в игре Rise of Kingdoms. Это мой первый аккаунт, с которого я начинал играть. И вот он у меня стал моей фермой. Как мы видим, да, здесь все прям видно, что это не ферма. Раньше был аккаунт, который как-то там игрался и так далее. По даже вот по, значит, постройкам в городе и ратуше, да, я получал люцерский свиток и забирал храм Вишну, здоровой пехоты. Я играл на пехоте. Это вы можете понять по командирам и, получается, по цивилизации. Командир у меня здесь был основной, это Ричард. Я его по... Ну, скорее, да, по глупости сделал, прокачал, хотя... Даже на тот момент, если бы я сохранил голову и так далее, если бы я там что-то еще сделал, то это не спасло бы вообще никак мое положение. На второй КВК я выходил с 18, то ли 18, то ли, даже 15, с 15 миллионами мощи, как я помню. Но я помню это смутно. И у меня этого снаряжения всего не было, у меня было полностью эпическое. У меня было даже вот так вот. Да, у меня даже вот так было, да, представьте, на второго КВК вот так вот. Хотя
В сравнении с моим нынешним аккаунтом на второй КВК я выходил с 20 миллионами мощи и с полностью эпическим снаряжением. Хотя вроде бы у меня там и синька тоже была, как бы, но все равно, даже если вот так вот смотреть по технологиям, здесь у меня, ну, вы видите сами, да, на первого КВК я вот это все дело уже открыл, прокачал. Здесь БЗМ-ку до 8 у меня уже было прокачано, а у меня здесь БЗМ-ка была прокачана только вот, ну, можно сказать, недавно. Я ее там прокачивал, что-то делал с ней. Вот, сейчас я это все бросил. Ну, видите, даже медицинский комбинированный лагерь у меня до сих пор не открыты были на тот момент, когда я играл в эту игру. А так, в целом, как бы смотрится неплохо городок. И цивилизация у меня Франция, 25 миллионов убийств. Это я там на первом КВК что-то делал, что-то пытался. Это вообще было по-страшному, по-глупому. Франция, это хорошо. На пехоте играл я. Пехотный отряд у меня был, пехотный аккаунт. И, в принципе, этим аккаунтом я не горжусь, в общем-то. И вот он стал у меня моей фермой, и сейчас вот как раз-таки показываю вам, у меня есть на этой ферме Т4 войска и как раз-таки пехотных, которые пойдут вот на смертный одер, как его, на смертном одре, в общем-то, они будут у меня лежать. 540 тысяч войск пехоты, это, в принципе, неплохо, ну, 2-3 раза можно будет сходить, подкрепить, вот, опять же говорю, именно важный момент, это либо королевская земля, либо же 7 проходы. Посмотрим, есть кони, есть лучники в каких-то количествах, это все дело будет убиваться. И как бы и все. Как я уже сказал, башни тут нет, хотя я вот что-то тут готовлю, бабур. Но мне кажется, нет, не успею его даже как-то даже в тот вид, который сейчас у меня находится в Гансао, его привести бабура я не смогу. По ресурсам, значит, по ресурсам здесь все так же неплохо, но ресурсы как бы они зачем? Я же все равно буду войска убивать, ну там вроде тяжело раненые все равно идут, как бы ладно, ресурсы они есть, но эти ресурсы предназначены у меня как раз-таки на другое дело, так что посмотрим, как это все дело будет делаться. Ускорений 43 дня и 16 дней, это, в принципе, этого должно хватить, чтобы там, значит, лечить тяжелораненых, которые будут приходить после подкрепа. Вот здесь по усилениям вообще ничего не интересует. Войска можно будет просто включить 25-й расшир на 4 часа и отправлять в подкрепление. Все равно больше отправлять нету смысла, потому что ты просто не поместишь туда. Да, поэтому, как это я уже понял за свое прошлое КВК и позапрошлое. Так что нету смысла идти там 430 тысяч войск набрал в отряд и идешь подкреплять свой флаг. Нет, так не работает, надо просто 200 тысяч сделать, и тогда на более свободнее твой отряд пройдет во флаг. Поэтому по усилениям здесь я такого акцента, как на том аккаунте, я не делаю. А в другом, вкладка другое нас вообще не интересует, вооружение, снаряжение, это все вообще нас не интересует, потому что этот аккаунт у меня чисто для убийств, скажем так, да, ну, для смертей, просто чтобы отправлять на убой нашу пехоту и всех остальных ребят. Ну, вот такая вот судьба у них. И на этом, как бы, ребята, уже все. Я все, что хотел, я вам показал, рассказал. Мистеру Беду отдельное спасибо, отдельная благодарность за то, что поучаствовал в этом, значит, тесте отряда. Предоставил мне свои отряды на, так сказать, чтобы их побили. И вот в благодарность за это, за то, что он предоставил мне свои отряды и потратил, получается, это были его не запланированные, скажем так, расходы, да, то есть там я, как я помню, около 23 тысяч, 16 тысяч или 13 тысяч, в общем, неважно, 10 тысяч точно Т5 войск у него пошло в тяжело раненые, поэтому это как бы надо все
компенсировать. И ему отправляем за это ресурсики. Как бы на 10 миллионов меньше, на 10 миллионов больше, от этого как бы не обеднеешь, но человеку приятно за то, что вот так вот его отблагодарили. Другого способа у меня просто, нету. Так что вот так вот, ресурсики пошли. Все, ребят, на этом точно уже все, заканчиваю видео. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Это было чисто сугубо мое мнение и мой рассказ о том, что такое боевые фермы, как я это представляю себе и что у меня сейчас на данный момент есть в этом плане, в плане боевых ферм, что я готовлю и что я хочу протестировать на следующем своем КВК в целях, скажем так, именно интереса. Мне вот как раз-таки именно интересно посмотреть, как это все дело работает, пусть даже и не супер-пупер, пусть даже и не классно, и с плохими отчетами, но пусть оно будет так. Мне просто интересно, как оно все действует. Так что потихонечку, помаленечку буду качать своего маленького друженца, просто ферма 3. Пусть качается, пусть качается, поднимаются технологии, это все будет потихонечку, помаленечку улучшаться, и уже на самом поле боя увидим окончательный результат и делать какие-либо выводы. Но насчет этого, как я уже сказал, я предупредил своего короля о том, что вот у меня есть там 25-й фермы и так далее, там it's okay, все в порядке, поэтому буду стараться выводить, вот они, 3500 у меня тяжело раненых. О, сколько раз настреливали на меня. Это да. Так что да, буду стараться вывести как-нибудь в какие-нибудь моменты нашего Гонсала и посмотреть, что из этого получится. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.